Друзья, всем привет! Наступила зима. И если летом мы постоянно находимся на даче, у нас идет какой-то движ, мы что-то делаем, двигаемся, что-то мастерим, что-то постоянно таскаем, копаем, рубим, то зимой у нас совсем другая тема. Это постоянно мы просыпаемся, встаем с кровати, садимся на стул на работе, со стула в кровать и так по кругу. Поэтому, чтобы поддерживать себя хоть минимально в форме, я купил себе вот такой вот набор гантель Аметист 7 в одном. И сегодня подробно хочу рассказать о нем. Погнали! Итак, что же это у нас за такой наборчик? Набор приходит вот в такой вот коробке, большой картонной. Это у нас набор гантелей вместе с грифами для штанги и ручками, из которых можно делать что-то наподобие гирь на 30 килограмм. Как написано, 7 в одном. И это один из самых бюджетных наборов вообще, который есть из спортинвентаря, потому что они не металлические. Здесь пластиковый гриф, пластиковые ручки и блины пластиковые, которые наполнены у нас цементно-песчаной смесью. Но поверьте, даже этих простых игрушек вполне достаточно, чтобы немножко подергаться и держать себя дома в форме. Вскрываем коробку, и что нас встречает внутри? И в первую очередь это, конечно же, блины из набора. Это 4 блина на 1,25, 4 на 1,5, 4 на 2 и 4 на 2,5 килограмма. Блины, как я уже сказал, пластиковые, а внутри они заполнены цементом, бетоном. В общем, как написано на коробке, цементно-песчаной смесью. И как видите, все это дело, гремит, не гремит, такое глухой звук, то есть нет такого металлического звона. Дальше идут пластиковые грифы для самих гантель. Они именно пластиковые, это не металл. В этих местах тоже пластик, они не прорезиненные. Но, как показала практика, я уже занимаюсь ими недели 2. В руках они лежат хорошо и не скользят. Идут 5 гаек. 5, потому что из 4 мы делаем гантели, и одна будет у нас для гири. Далее идет вот такой вот штатив для гири. Сюда одеваются блины, сверху накручивается вот такая вот ручка. Причем ручек в комплекте идет 2. 2, потому что можно их ставить и даже на полу отжиматься. Причем на ручках вот это место уже идет прорезиненное. И что интересно, здесь есть что-то наподобие снизу нескользящего покрытия. Именно поэтому его можно использовать вот как упор для отжимания. Но есть и обратная сторона медали. Этот упор, он вроде как и прорезиненный, но почему-то по ламинату он очень хорошо скользит. И если вы будете заниматься отжиманиями на плитке или на ламинате, то нормально можно удариться в пол лицом. Кроме этого, в наборе идут еще 2 грифа. Один гриф вот такой вот прямой, причем здесь уже идет как такое пенное, может какое-то там пенополиуретановое покрытие. И точно такое же покрытие на искривленном грифе для жима стоя. Вот такой вот в целом конструктор, из которого можно собирать разного веса гантели, разного веса гири и делать штангу. Что мы сейчас сделать и попробуем. Давайте все это дело соберем. Для начала соберем саму гантельку. Посмотрим, что получится. Возьмем, к примеру, 2 блина и просто на эти пластиковые гайки зажимаем одну, зажимаем вторую и получаем вот такую вот гантельку, которой вполне удобно можно покачать наши мышцы. При этом могу сказать наверняка, вот эти пластиковые гайки, которые стоят на этом пластиковом грифе, когда вы занимаетесь, дергаете туда-сюда этой гантелей, они не раскручиваются, и это очень классно. Был опыт использования гантелей с металлическими блинами, с металлическими грифами и металлическими гайками. И хочу сказать, что там это дело постоянно пыталось раскрутиться. Вы занимаетесь, а снаряд пытается разобраться.
Это небезопасно и очень неудобно. Здесь же такой проблемы нет, ничего не откручивается. При этом, даже если вы долго позанимаетесь, то потом даже сами эти гайки сорвать бывает достаточно сложно. Для этого просто подкручиваем блин и все снимаем, разбираем. Все достаточно просто и удобно. Напомню, сам набор по весу идет на 30 килограмм, но максимальный вес одной гантели, которую мы можем собрать, это 18 килограмм. 4 блина по 2,5 и 4 блина по 2. Итого 18. Но при этом, как видите, конструкция достаточно огромная и громоздкая. Не всем будет удобно. Дальше давайте соберем гирю. Берем вот этот вот штатив для гири, одеваем на него тоже кольца. В зависимости от веса можем выбрать нужное количество колец. Зажимаем все это дело гайкой и в дальнейшем одеваем, допустим, ручку. Вот получаем гирю, которой можно вполне нормально и удобно позаниматься. Максимальный вес, с которым можно собрать гирю, это 10 килограмм. 4 блина по 2,5 килограмма. Как я уже сказал, в комплекте идет еще два вот таких вот удлинителя. Прямой и V-образный, при помощи которых мы можем собрать штангу из грифов для гантелей плюс вот этих удлинителей. Давайте соберем и посмотрим, что получится. Кстати, для того, чтобы их собрать, внутри здесь идет резьба у обоих грифов с обеих сторон. И напоминаю, что резьба у нас идет на пластиковых грифах для гантелей. То есть все это дело сюда просто вкручивается. Мы собираем нужное количество блинов и в дальнейшем уже скручиваем, собираем конструкцию. Собрать штангу мы можем в двух вариантах. Вот первый вариант. Это когда у нас целиком половина грифа от гантели вкручена в этот дополнительный удлинитель. Как с одной стороны половина, так и с другой. При этом максимальная масса штанги у нас получится 18 килограмм. Это 4 блина по 2,5 и 4 по 2. И при такой вот конструкции у нас получается достаточно узкий хват. Грубо говоря, на ширину груди. С двух сторон зажимаем гайками, и все отлично держится. При этом сам снаряд не прогибается по центру, а держится прямо, ровно и хорошо. А вот еще один вариант сборки штанги с прямым удлинителем. Здесь мы уже вторую часть грифа от гантели вкручиваем только наполовину, как с одной, так и с другой стороны, добавляя по 2 блина. Тем самым у нас общий вес снаряда получается уже 24 килограмма, и при этом уже имеется широкий хват, как с одной, так и с другой стороны. Жим такой вещью делать достаточно удобно. При этом, кстати, опять же, снаряд по центру не прогибается. Если мы добавим еще с этой стороны по одному блину и выкрутим уже подальше гриф от гантели из удлинителя, то, мне кажется, будет уже опасненько, потому что он будет даже уже сюда не наполовину входить, а всего лишь на треть. И этого может оказаться недостаточно. Собирая V-образный удлинитель вместе с грифами от гантель, сама гантеля входит у нас сюда наполовину, поэтому на всю вот эту вот длину грифа мы точно так же можем сюда повесить 4 блина, а сюда 2. Ну, давайте соберем, посмотрим, что это получается. Либо это выглядит вот так вот в 10-килограммовом исполнении. Здесь нам даже зажимные гайки не нужны, потому что с этой стороны у нас все плотно вкручивается в сам удлинитель. И вот мы получаем V-образный гриф и 2 блина с каждой стороны. Либо, если добавить блины еще на те концы грифов для гантель, получаем
вот такой вот снаряд с своеобразным грифом на 24 килограмма. И, кстати, по центру при полном подъеме он тоже не прогибается. Удобная штука. В дополнение ко всему этому делу в комплекте еще идет вот такой вот вкладыш-инструкция с показанными здесь упражнениями, которыми можно делать с этим инвентарем. Но опять же, думаю, что все есть в интернете. В целом, за свою цену инвентарь получается реально супер. Стоил этот комплект примерно 140 белорусских рублей. То есть, для понимания, это что-то порядка там $30 на сегодняшний день. И для домашнего использования, поверьте, выше крыши. Аналогов в металле в такую цену просто нет. Там ценник сразу умножай на 3. Сделано все достаточно качественно, аккуратненько, как я уже сказал. Мягкие удлинители, прорезиненные ручки на вот этих вот упорах для гири. Но на самих гантельках, на этих грифах, здесь просто пластик. Здесь не прорезинено. Хотя даже при этом здесь идет такое шершавое покрытие, и они в руках не скользят, когда занимаешься. Достаточно удобно. И еще один момент. Чтобы было удобнее заниматься с этим инвентарем, я прикупил себе еще силовую скамью Atlas Sport. Но про нее я расскажу в другом ролике. На самом деле очень удобно заниматься с гантелями, со штангой, когда у тебя есть на что лечь, где опереться и пресс покачать. Без силовой скамьи не очень удобно, хотя вполне осуществимо. Вот как-то так, дорогие друзья. Больше о них толком ничего и не расскажешь. Будем заниматься домашним спортом. Кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!